Всем доброго времени суток. У меня проблема началась с ванной. 7 лет назад я ее красил, делал капитальный ремонт, реставрировал по столам. И вот за 7 лет что с ней произошло. То есть пошли трещины, потемнение, пожелтение. И вот через 7 лет я решил снова сделать реставрацию ванны. В первую очередь для реставрации ванны нам понадобится в первую очередь отшлифовать ванну. Отшлифовывается наждачной бумагой и дрелью. Вот дрель я уже приготовил. Такой прибор, наждачка. Наждачка вот сюда вот прижимается. Перчаточки. Естественно, в ванной все нужно поубирать, потому что будет очень много пыли, грязи. Со всех полок убрать нужно все. И освободить место по максимуму возле ванны, то чтобы был максимальный доступ. Приступаем к работе, к восстановлению ванны. Вначале я отшлифую, потом обезжирю, дальше уже буду наносить краску. Одеваем наш шлифак на дрель, я прикрутил ключиком крепко дрельки. И теперь начинаем шлифовать. Надеваем масочку и начинаем шлифовать. Также не забываем о мерах защиты. Маска должна быть, какие-то очки, чтобы глаза не пострадали. Наждачка должна быть грубого помола. Так, вот что у меня получилось в результате. Я зачистил по максимуму. Кое-где еще осталась краска. Ну, в принципе, там ничего не страшного, но уже в мелком слое. Следующий шаг зачистки: нам нужно обезжирить ванну. Как мы обезжириваем? Нам понадобится сода, наждачка, перчатки, естественно. В первую очередь высыпаем соду в ванну. По краям, посредине можно высыпать. Так, берем водичку, слегка смачиваем. Дальше обязательно одеваем перчатки, берем наждачку, грубая наждачка, и начинаем зачищать. Зачищаем всю ванну. В середине, по краям, везде. Так, после того, как мы полностью ванну обезжирили содой и наждачкой, нам надо смыть это все дело. Смываем душем. Вот ванночка. Так вот все по краям. Сливаем всю грязь. Так, дальше после промывки берем сухую тряпочку и вытираем всю нашу ванну сухой тряпкой. Все края, бока, все, что можно вытереть, где мы будем наносить краску. Я уже вытер ванну, она уже более-менее сухая. И вот мы видим, здесь вот видите, какие-то ванна, такие дырочки остались. Вот, вот. Вот видите, вот тут вообще очень большие дырочки. Эти дырочки нужно зашпаклевать,
шпатлевка для металла. У меня для этого случая вот есть. Я купил такую шпатлевочку. 3 сила. Шпатлевка универсальная для машин, по металлу. В общем, подойдет и для ванны, для чугуна. Тут видите отвердитель, сама шпатлевка. Дальше берем фен и избавляемся от влаги феном. То есть просушиваем всю ванну. Наносим на эти отверстия шпатлевку по металлу, разравниваем. Я нанес на эти все ямки, дырки шпатлевку по металлу. Теперь ждем 20 минут и потом наждачкой начинаем зачищать. Далее берем наждачку. Я взял наждачку по 80. Это наждачка для более точной зачистки. И зачищаем. Все тщательно шлифуем, чтобы не было никаких царапин, трещин, какой-то иржи и так далее. Далее грязь, которая у нас осталась на шпатлевке, убираем. Дальше нам нужно открутить сифон, верхний уровень. Но видите, я откручиваю. Болтик не крутится, то есть тут застопорилось, болт не откручивается. Значит, берем ВД или Хада, такое универсальное средство от ржавчины, и обрызгиваю это дело. Получаса ждем, пробуем еще раз откручивать. Большими усилиями я вырвал, даже не открутил, а вырвал этот сифончик. Видите, тут осталось пластик, потому что по-другому никак было. Поменяю на новый. Вот. Теперь мы защищаем вот эту вот поверхность, что осталось, и снимаем нижнюю часть. Теперь берем дрель, насадку и защищаем все вокруг верхнего сифона, верхнего уровня. Ну, вот я зачистил, в принципе, нормально. Так, после этого мы грязь все убираем, смываем и дальше откручиваем уже нижний сифон, так же самое, как и верхний. Отверточка легко открывается, особенно если недавно ставилась, и вытягивается. Так же самое убираем здесь краску вначале ножичком, потом уже можно наждачкой шлифовать. Так, плюс можно обработать дрелью. Как говорится, для полной такой надежности, чтобы все было чисто. Далее убираем грязь, берем щеточку, какой-то маленький веник, и все это вместе. Далее берем растворитель, обычный растворитель ацетон 647, короче, и обезжириваем ацетоном ванну. Убираем пыль, грязь, все, что тут есть, осталось. Чтобы ванна была чистая, без волос, без грязи, пыли, точек и так далее. После обезжиривания берем фен и тщательно просушиваем феном всю ванну. Далее берем скотч строительный, и нам нужно этим скотчем обложить стеночку, для того, чтобы стенка не вымазалась, когда мы будем красить ее. С самого конца
Это ставим и ложим скотч. Вдоль кафеля. Вот видите, у меня получилась такая ленточка сплошная вдоль стены. Это будет защита кафеля от краски. Далее берем одноразовые стаканчики. И вот я вставил в одну раковину и в другую, верхнюю и нижнюю. То есть это для того, чтобы краска не вытекала и держалась ровным слоем при заполнении. Дальше берем одноразовые пакеты, желательно литров 60, можно больше, и обматываем кран. Для того, чтобы вода не выбегала и еще не капала в ванну. Также, если у вас есть водонагреватель, можно обмотать стыки водонагревателя, чтобы, если что, водичка из водонагревателя тоже не капала. Ну, это уже делается пакетами поменьше. Обмазывается, вот я обмотал кран предохранительный и сам стык. Также на пол ложим вокруг ванны пакеты какие-то, клеенку, либо газеты. У меня клеенка осталась строительная, я положил. Вдоль всей ванны я простелил. Следим за тем, чтобы вот эти вот все трубы канализационные стиральной машины не касались ванны. Я тут закрепил скотчем, чтобы шланочка не касалась ванны. В принципе, ванна уже готова к покраске. Следующий этап — это уже замешивание краски. На данный момент я купил жидкий акрил. Вот он называется Pabral Green. Это жидкий акрил предназначен для ванны на 1,5 метра. Инструкция по применению его идет. Ну, в общем, инструкция такая. Распаковываем. Ему 300 миллилитров идет отвердителя. Заливаем отвердитель. 10 минут палочкой перемешиваем. И можно приступать уже к покраске. Покрасить нужно в течение 40 минут. Вот, успеть это сделать. Краски тут наполовину ведрышка. Ну, сейчас мы добавим отвердителя. Полностью выливаем отвердитель. И начинаем перемешивать. Перемешиваем так 10 минут. Я уже заканчиваю замес. Еще осталось минуты 5. Как мы видим, краска побелела. Вначале она была желтая, сейчас белая. Ну, тщательно перемешиваем, чтобы пошла химическая реакция растворителя и самой краски. Так, делаем такой вот стаканчик. Естественно, ложим краску на дно ванны. Палку, которую замешивали, тоже, чтобы она там стекала. Набираем краску и начинаем по краям наносить аккуратно. И так по всему периметру. Но, собственно говоря, я уже все замешал. Ванну размыл. Вот видите, сейчас ванна стала такая белая. Чем я красил ванну? Такая щеточка и резиновый шпатель. Показывать, как я делал, я не буду, потому что мне неудобно было снимать и показывать. Ну вот результат работы. Ванна вся белая и хорошо покрашена. Со временем, если вот остаются какие-то волоски ванны, то вот резиновым шпателем очень хорошо волосок снимать и убирать. Вы берете светильник и вот проходите светильником вдоль ванны. Если где-то получаются какие-то бульбаши, то нужно эти бульбаши закрасить краской. Да, теперь ждем, когда высохнет ванна. Ванна высыхает в течение 24 часов. Даже можно подождать по 3 суток. Вообще ванна не пользуемся, ничего не делаем. То есть она должна полностью высыхать. Прошло 2 суток после покраски ванны. Вот что у нас получилось. Краска полностью застыла. Прекрасный вид ванны. Краска держится плотно, не липкая. И можно уже начинать пользоваться ванной.
Но для того, чтобы пользоваться ванной, нам нужно поставить сифон. Я уже купил новый сифон. Так, я поставил сифоны. И теперь последняя фаза, это нужно проверить на утечку. Вот как вот здесь вот идет вода или не идет вода. Открываем воду и смотрим. Если идет вода, то либо меняем что-то, либо подкручиваем еще больше. Вот я проверял, открывал воду. И у меня ничего не капает, утечки нету. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезным и не понравилось, палец вниз. Всего доброго, до новых встреч.